Константин Иванович сказал следующее, что в рамках некой недружественной или чуть ли не военной стратегии Вашингтона против Москвы. Ну, нет такого, Константин Иванович. Москва не является той точкой на карте, вокруг которой весь мир сейчас пляшет. Есть основная мировая война, торговая, пока еще торговая, это между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Собственно, то, что происходит в качестве современных войн, войн на определенное удушение, да? Войн, где, с одной стороны, даются сигналы о том, что мы готовы договариваться и пробрасываются G2, приезжают, значит, 253 миллиарда долларов контрактов, а после этого заявляются о возможных санкциях в отношении Китая и так далее. Когда равносильные соперники борются, есть три равносильных соперника в мире сейчас, это Вашингтон, Берлин, объединяющий Евросоюз, и Пекин. По большому счету, Россия в данном варианте рассматривается лишь только как логистическая некая территория, которая разбросана от Калининграда до, соответственно, там, Камчатки, до там, Курил и так далее, и сверху донизу тоже. И ядерная бомба. Больше ничего не существует. Идет удушение. Удушение идет таким образом сейчас, что мы даже реагировать не можем. Мы не являемся той страной, которая в 2014 году была Российской империей с точки зрения военного паритета, военного потенциала и так далее. Думаю, что коллеги даже спорить с этим обстоятельством не будут. И даже слабее от мобилизованной в 1941 году Советского Союза. Сейчас мы никто. Мы не можем даже ответить на те флаги, о которых вы говорите. Что мы, парковку там убираем, да, перед американским посольством? Только что мы с вами смотрели униженные российские спортсмены, которые поедут в этой серой форме с черными лицами. Слава богу, желто-блакитного цвета. Черные лица, это были манекены вообще. Манекены, да. Слава богу, иезуитства не было, чтобы нам еще желто-блакитный цвет в эту нейтральную форму, чтобы потом еще про шведов, да, поговорили каким-то образом. Идет исключительное издевательство. И вот этим издевательством, над этим уже мир сейчас смеется, которому вы сейчас потакаете. Относительно стран, которые... Никита Олегович, секундочку буквально. Вы, наверное, в курсе, да, про оборонную стратегию Соединенных Штатов Америки. Там вот совсем про другое написано. Разные документы читаем. Значит, по поводу оборонной стратегии, мы с вами говорили на одной из предыдущих программ, что эти пугалки — это сигналы. То, что мы сейчас наблюдаем, это сигнал. Путин решил выдвинуться на этот избирательный срок. Явно Запад, Подождите, а чего не вписывают нашу Россию? Вы сказали, как мы никто. Итак, это как? Они говорят, у вас есть ядерная дубина, не думайте направить ядерную дубину против Вашингтона. Потому что есть достаточно оголтелые эксперты, которые... А как же американские генералы, которые говорят, что в некоторых областях, там, в радиоэлектронной борьбе, например, мы превосходим Соединенные Штаты? Итак, американские генералы в прошлом году имели бюджет 600 миллиардов долларов, в этом году имеют бюджет на 100 миллиардов долларов больше. Превосходим в радиоэлектронной борьбе, например, их Значит, мы. Естественно, они об этом будут говорить. Они, русские, превосходят в радиоэлектронной борьбе, дайте нам 100 миллиардов, мы их превзойдем в радиоэлектронной борьбе. Они так не говорят, они говорят, что мы отстали безнадежно. Соединенные Штаты Америки, да. Тем более, надо подкачать вестов по этому поводу. Совершенно точно. Подкачать вестов? Они это, там что это за карточным столом в Лас-Вегасе генералы собрались. И там тоже. Хорошо. Это коммерческая абсолютная история. Более того, вы отлично знаете, что все страны по периметру, которые вы назвали, только, возможно, Польша имеет определенные соглашения с НАТО и, возможно, будет участвовать в этом обстоятельстве. Беларусь пока еще русская. Беларусь. И даже если Лукашенко попытается развернуть эту ситуацию, думаю, что белорусский народ в ближайшей перспективе не выстроится. По, допустим, Молдове, ну да, действительно, на финишном флажке сейчас правительство Молдовы и, так сказать, парламент, который будет парламентские выборы, принимает самые гнусные антироссийские законы. Но участвовать они не будут, тем более там есть Приднестровская Молдавская республика, которая имеет территориальный спор, в том числе с Российской Федерацией, в НАТО их, естественно, не включат. Что касается Приднестровская Молдавская республика имеет территориальный спор с Российской Федерацией? Значит, Приднестровская Молдавская республика, которая воспринимается не как суверенная часть мировым сообществом, кроме как и Российская Федерация тоже ее не признает. Относительно Украины, конечно, они хотят иметь, ну как это спорно. О чем мы спорим с ними? Территориальный спор? С кем? С Приднестровьем. Значит, у Молдовы есть территориальный спор в отношении поддерживаемой российской... С Тирасполем о чем мы спорим? Мы не спорим с Тирасполем, кроме как денег им даем, а торгуют они с Евросоюзом. Понятно. Я хочу вернуться к этому обстоятельству. Душить нас будут экономически, душить нас будут 29 января. Зачем нам нас душить, если мы никто? Никита Олегович, потому что, я еще раз сам повторяю себе. третий раз, есть ядерная бомба, которая может быть направлена... А ядерную бомбу как придушить? В объятия взять? Еще раз, которая может быть направлена в интересах Китая, их основного соперника, и в интересах Евросоюза, который сейчас начинает показывать некие правые взгляды, да? Хотя
коалиция в Германии показывает, что пока еще Меркель управляет этой ситуацией. Только поэтому. Поэтому задушат в какой-то момент. А мы так и будем отвечать этими парковками. Вы же голосуете за эти парковки или принимаете какие-то решения на уровне Совета Федерации, воззвание к американскому народу относительно того, что не надо так с русскими действовать. Вот это вот пораженческая политика, которую вы сейчас ведете в последнее время, в том числе Олимпиада, заставляет принимать такие доклады. А мы ответить не можем на это. Давайте на деле... Ядерным оружием? Слушайте, ответить? Да ответьте ровно так же. Уберите диппредставительство в Екатеринбурге и Владивостоке. Уберите их оттуда, американские. Отзовите посла. Сделайте какую-то ноту протеста. Что мы сидим, засунули языки куда-то очень глубоко? Они заработали. Кто заработал? Не, ну подождите, на самом деле одиозное высказывание оттуда. Никиты Олеговича, но вот все, что касается военной составляющей, не читал он оборонную стратегию, все, что касается традиционного к нам отношения. Но в самом деле, а почему мы не отвечаем на подобного рода выпады? Ну, если это провокация, мы, наверное, действительно настолько слабы, что вынуждены молчать и говорить, ну, ничего страшного, нам не страшно. И Я не вижу, вот здесь вот я не вижу необходимости отвечать. Вот, откровенно я вам скажу. Нет, мы Потому говорим что о потенциальной войне. вот И я смотрите, говорю, нас что постоянно... она не здесь, а в экономике. Смотрите, Ответьте. Ответьте на издевательство, которое Игорь сейчас. Вы же Олегович, признаете, Игорь что Олегович, это вы все издевательство. сказали, мы никто. Значит, не перебивал. Вот нас постоянно пытаются спровоцировать на некие ответные действия, которые будут выдаваться за признак присущей России агрессивности и угрозы, которые исходят от нашей страны. И есть красные линии, за которые отступать ни в коей ситуации нельзя. Мы вообще никогда не отступаем, но красные линии – это необсуждаемые вещи. Какие линии? Самолет сбили, это а вы еще. помидорами пытались отделаться. Я сейчас обратно помидоры вернули. Господь это с красные вами, линии. Господь с вами. Эрдоган прибежал к нам через Эрдоган несколько сейчас месяцев. ведет, вы отлично знаете, что в Сирии делает. Извиняться он прибежал Куда к нам он через несколько прибежал месяцев. извиняться? Куда? Вот туда. Двух к нам летчиков сюда. сбили, расстреляли, после этого с помидорами снова стали отрабатывать. Я не знаю, насколько- Сейчас он ведет антиасадовскую Все, позицию Никита в Олегович, Сирии. мы поняли, давайте, Дайте ответ. Красные давайте Вы задали выслушаем вопрос. ответ на вопрос. До этого мы сумели очень большим трудом договориться из Турции, простите, и с Ираном, и запустить колоссально важный астанинский формат, и создать готов зону под хвост деэскалации, после вчерашней и операции. Никита переломить Олегович. ситуацию в Сирии, которую мы бы иначе сейчас конечно, бы согласен. имели примерно в том же режиме, в каком мы ее до этого наблюдали на протяжении нескольких месяцев, а может быть даже и лет. Вы знаете, у нас абсолютно выверенная внешняя политика и по отношению к Турции, которую вы сейчас упомянули, и она филигранно обошла все засады, которые стояли на этом пути. Была для нас красная линия, очевидная совершенно. Мы там появились для того, чтобы защитить свою собственную национальную безопасность. И сделали это блестяще и исчерпывающим образом. Мы ее защитили, не угрожает более России ИГИЛ с территории Сирии. В принципе, он Джабхат существует. аль-Нусра угрожает? Да нет, угроза терроризма существует. Но Не угроза меньше, чем была. захвата... Подождите. Только теперь она в Израиле, теперь она в Ливане, теперь она, Ошибаетесь. возможно, в Иране, в Саудовской Аравии. Ошибаетесь. Контролирует ли ИГИЛ, там, Израиль, который вы сейчас упомянули? Да неважно, как они называются, у них есть Я борода, не они про это. арендуются тем, кем надо. А И важно- все. нет. Самолеты У взрывают. Цымбалюка тоже есть борода. Вы не видите вы Он занервничал. принципиальной разницы Не, я имею в виду, между тем, что происходило в Ираке, в Ливии и Сирии, и тем, что в какая других разница, странах, на этом театре военных террористические действий играют ячейки. все, играют всегда. террористические- Угроза есть всегда. В Средней Азии есть всегда. Под нами стоят Вы сегодня сейчас кричите перед очень много. 201-й мотострелковый. Можно с вами 8 тысяч разговаривать, вы кричите сегодня очень много. Я же не договорил еще. Ну где вас воспитывали? штыков в Москве. Незаметно. Не самое хорошее место. Незаметно. Лучше, чем Да. Долгопрудный. Все, позвольте. Так вот, на мой взгляд, это была очевидная красная линия, и мы никому ее не дали перейти.